Всем привет! Меня зовут Алина Федорова, я модель, а также основатель фитнес-платформы Wispens. Сегодня будет философская тема, как я люблю, и я знаю, что многие из моих подписчиков тоже любят. Речь будет идти о смысле жизни и о предназначении каждого человека. Потому что абсолютно у всех нас рано или поздно возникают вопросы. Зачем я живу? В чем смысл моей жизни? Что такое счастье? А действительно ли я счастлив? И, кстати, проводились исследования на пожилых японцах, которые вели осознанный образ жизни, и было выявлено, что те люди, которые нашли для себя свой собственный смысл, они были здоровее, их иммунная система была сильнее, и в итоге они проживали гораздо дольше. В сегодняшнем видео, ребят, я вам расскажу о своем пути к счастью и к каким выводам я пришла. С самого раннего детства я всегда любила мечтать. Всегда в моей голове рисовались какие-то картинки, я чего-то хотела, и я была таким мечтательным ребенком, который очень легко в это все погружался, я витала себе в облаках, и в эти моменты я была очень счастлива, как будто это реально со мной происходило наяву. Потом, по мере своего взросления, все, что я представляла в своей голове, я, естественно, воплощала в жизнь, у меня получалось, я достигала своих целей, и тогда я тоже себя чувствовала счастливой. В целом, у меня всегда был такой рост вверх. Потом я помню, что в возрасте 24 лет я впервые задумалась о смысле жизни, вот осознанно, когда ко мне пришло такое некое осознание. И я думаю, это что, серьезно? То, что происходит наяву, это реальность? Это не игра, это не шутка какая-то? Мне показалось, все, что вокруг меня, вообще жизнь, она слишком примитивна, чтобы быть настоящей. Все, что мы делаем, мы просыпаемся, мы завтракаем, мы делаем какие-то свои обязательства, там какую-то работу, куда-то бежим постоянно, какая-то карьера, но все это слишком примитивное для того, чтобы вообще быть каким-то смыслом жизни. В тот момент мне даже в какой-то степени стало страшно, что вот я это так прочувствовала. Потом прошло какое-то время, годы, я читала различную литературу. Мне всегда интересна была философия, какие-то книги по психологии, где философы рассказывали о своем поиске смысла жизни и так далее, плюс мой личный опыт. И все это навело меня на мысли к тому, что мы действительно ищем смысл не там, где нужно. Нам кажется, что смысл жизни и наше счастье зависят от каких-то внешних факторов, от каких-то внешних обстоятельств. Вот если мы получим это, если мы достигнем этого, то вот там будет наше счастье, наша гармония и наш смысл. На самом деле смысл нашей жизни и счастья, оно гораздо ближе, оно внутри нас. Смысл в том, какие мы переживаем эмоции в этой жизни. Под вот этими обстоятельствами, факторами, которые происходят с нами, важно не то, что вне, а важно то, что внутри нас. По мере того, как мы меняемся внутри, наши трансформации, наши мысли, наши эмоции, как они меняются, это то, что имеет смысл. По сути, мы можем достигать каких-то вершин в карьере, можем не достигать. Неважно вообще, что мы делаем. Важно то, что мы ощущаем, когда мы это получаем. Человек может испытать те же эмоции, купив себе какой-то сувенирчик. Они могут быть настолько сильными и крутыми, как, например, другой человек купит себе там автомобиль шикарный. А эмоции могут быть те же. Все то, что важно, оно внутри нас, то, что мы чувствуем. Начало года — это отличное время для того, чтобы привнести в свою жизнь возможности, которые приведут вас к желаемым результатам. Участвуйте в моем марафоне «Красивый пресс», старт которого будет уже 17 января, благодаря чему вы сможете начать этот год продуктивно, активно и с заботой о себе. Я подготовила для вас уникальные тренировки, которые прокачают мышцы вашего пресса, а также улучшат силуэт вашего тела. Но вы должны понимать, что одних тренировок недостаточно для того, чтобы изменить свою жизнь. Поэтому в марафон мы пригласили экспертов: психолога, нутрициолога, тренера по йоге, лайф-коуча, и суммарно они подготовили для вас 20 лекций. Там будет много полезного материала, благодаря которому вы лучше научитесь понимать себя, разбираться в питании. Также сможете проработать свои страхи, которые вас стопорят. Ребята, вы заслуживаете жить той жизнью, о которой вы мечтаете, но порой бывают на пути преграды, с которыми нам сложно справиться самостоятельно. Поэтому на марафоне Wispens вас будет ожидать море поддержки от экспертов, а также общий чат участниц, где царит очень дружественная, приятная атмосфера, где все друг друга поддерживают, делятся какими-то советами, и вы никогда не будете чувствовать себя одинокими. Участие в марафоне Wispens — это первый шаг на пути к здоровому образу жизни и осуществлению ваших желаний. Начните действовать уже
17 января совместно со мной и с тысячами других девушек. Для того, чтобы зарегистрироваться на марафон, переходите по ссылке под этим видео. Также очень важно помнить, что счастье — это не финальная точка, это процесс движения, потому что часто бывает, что человек очень сильно чего-то хочет, куда-то стремится, он сначала в предвкушении, потом он это получает, испытал вот эту вот минуту радости, а потом раз и какое-то разочарование, и кажется, что ну окей, да, я это получил, ну вроде бы счастье, оно было слишком коротким, и что дальше, и как будто снова нету этой удовлетворенности. Но на самом-то деле счастье, оно в нахождении в этом моменте. Если мы того захотим, мы можем быть счастливыми каждую секунду. Все зависит от состояния нашего ума. Да, безусловно, его тяжело контролировать, чтобы реально быть постоянно счастливым, но, по крайней мере, можно к этому стремиться для того, чтобы больше проживать счастливых моментов. И, знаете, жизнь — это такое длинное приключение. Я сейчас проведу аналогию такую. Взять путешественника. Вот представьте, человек планирует там свою поездку в Камбоджу, да? Он в предвкушении, наслаждается моментом того, как он туда попадет. Потом он туда попадает, он испытывает тоже радость, интерес, но потом наступает затишье, потому что, ну окей, все, уже посмотрел, но нужно время для того, чтобы спланировать следующее приключение. Тебе нужно как минимум отдохнуть, отойти от этой поездки, возможно, собрать какие-то сбережения, спланировать свой перелет, маршрут в другое место. И поэтому это в любом случае будет затишье, будет какая-то пауза, потом снова путешествие. И вся наша жизнь, она тоже, в принципе, вот такая, вот такими волнами. Да, мы чего-то хотели, мы что-то получили, потом у нас период паузы, когда нам нужно переварить то, что мы получили, наш опыт, наши эмоции, подумать, чего нам еще не хватает, и идти дальше. И это такой естественный, обычный процесс. Просто нужно понимать, что смысл в этом всем для того, чтобы мы получили как можно больше эмоций и как можно больше опыта. Очень важно научиться слушать и понимать себя. Этому учит концепция икигай. В переводе с японского ики — жизнь, гай — смысл. Икигай подразумевает осознание своего предназначения в мире, ощущение гармонии с собой, когда человек себя чувствует полностью счастливым. Впервые эта концепция возникла на японском острове Окинава. Там японцы, за что бы они ни брали, что бы они ни делали, они во всем находят свой какой-то смысл, и поэтому они проживают жизнь более качественно. Например, даже когда они выбирают свое питание, они тоже подходят к этому вопросу осознанно, вкладывают туда более глубокий смысл, и, естественно, правильное питание сказывается на их здоровье положительным образом, за счет чего они живут гораздо дольше. И также нейропсихологи доказали, что те люди, которые ставят перед собой цели, которые тоже видят свой смысл в чем-то, они болеют болезнью Альцгеймера на 50% реже. Также благодаря такой философии человек становится более стрессоустойчивым, то есть он не тревожный, естественно, улучшается сердечно-сосудистая система и в целом все процессы, которые у нас внутри, потому что, безусловно, любые стрессы, тревоги, страхи, все это разрушает наш организм, и когда человек спокоен, безусловно, он будет здоровым и будет жить дольше. Японцы верят в то, что у каждого человека есть икигай, но не все смогли его найти, к нему прийти. Так вот, главные принципы икигай. Нужно двигаться маленькими шажками к своим целям. Безусловно, мы можем там долго планировать что-то, представлять, но если вы не начинаете это осуществлять, это останется только в ваших мечтах. Даже если вы будете делать очень маленькие шажочки, маленькие телодвижения в сторону ваших целей, вы рано или поздно к ним придете. Второе. Быть свободными. Свободными от шаблонов и стереотипов в обществе. Поэтому почаще задавайте себе вопросы. А действительно ли я этого хочу? Где мое, а где чужое? Часто разграничивайте ваши желания и какие-то навязанные вещи, навязанные вашим окружением, вашими родителями, вашим мужем. Вы должны проводить внутренний диалог, и тогда всплывет очень много интересных вещей. Действительно ли вам нравится то, как вы выглядите? Вы себя так чувствуете, либо вы что-то себе не разрешаете, потому что вы стесняетесь, потому что это будет порицаться обществом, потому что вы выйдете из этих рамок, которые существуют в том месте, где вы живете, либо потому что, может быть, вашему молодому человеку так не нравится, или еще чего-то. Помните, что для того, чтобы быть счастливым человеком, в приоритете должны быть ваши желания. Следующий пункт. Очень важно научиться радоваться мелочам. Вы должны понимать, что большую часть нашей жизни нам кажется, что нам нужно подождать какого-то определенного события,
события, какого-то случая. Но ведь этих событий, их на самом деле не так много в нашей жизни, а между этими событиями, по сути, есть вся наша жизнь, которая состоит из, как для многих кажется, каких-то непримечательных вещей. И вот если мы научимся эти непримечательные вещи делать примечательными, мы будем проживать эту жизнь более качественно и более счастливо. Кстати, ребят, открою вам секрет. Многим кажется, что жизнь сейчас летит невероятно быстро, время ускорилось, и даже страшно многим, мол, завтра проснусь и буду уже старым. Если вы хотите замедлить течение жизни и проживать ее более качественно, начните концентрироваться на ваших мелочах повседневных, потому что когда мы проживаем жизнь неосознанно, когда мы проживаем жизнь на автомате, она и пролетает так. Мы не осознаем, что произошло, но просто как одно мгновение. Только вы начнете получать удовольствие от мелочей, только вы начнете качественно проживать каждый миг своей жизни, время станет снова таким же длинным, как оно нам казалось в детстве. Также очень важно научиться находиться здесь и сейчас. То есть не думать о прошлом и не тревожиться о будущем. Потому что если вы в прошлом либо в будущем, вы теряете настоящее. А по сути это то, что у нас есть. Этот миг, который мы должны прожить качественно. И вообще это очень плохая идея того, чтобы застревать в прошлом. Вы даже не представляете, сколько энергии из вас это высасывает. То есть люди, которые склонны к тому, чтобы находиться в прошлом, они вообще ничего не могут построить в настоящем. У них просто не хватает энергии для этого, потому что она вся сливается. Очень долгое пребывание в прошлом, в любом, в негативном, позитивном ключе, то есть какие бы это ни были воспоминания, хорошие или плохие, это очень плохо. То, что было, этого уже нет. Сосредоточьтесь на том, что есть у вас сейчас. Также еще одним принципом икигай является его экологичность. То есть то, что вы будете делать, ваше предназначение должно быть направлено на созидание, а не на разрушение. То есть это то, что должно приносить добро и какую-то пользу этому миру. Икигай можно найти на пересечении 4 сфер. То, чем человеку нравится заниматься, то, что у человека получается делать лучше, чем у других, то, за что человеку хорошо платят или могут платить, и то, что приносит пользу миру и людям. А теперь сделайте такое упражнение для того, чтобы найти свой икигай. Составьте список из 10-20 пунктов тех вещей, которые вам нравится делать, от чего вы получаете удовольствие. Затем составьте другой список, тоже 10-20 вещей, которые у вас получается делать вообще лучше всего. Возможно, какие-то у вас есть таланты. Это могут быть даже мелочи какие-то, просто попытайтесь вспомнить. И потом еще один список, тоже из 10-20 пунктов вещей, за которые бы вы хотели получать хорошую оплату. Затем вам нужно будет переформатировать эти списки по степени важности. Вы должны каждой деятельности дать какой-то балл, например, от 1 до 10. И потом составить новые списки уже с 3 пунктов, которые набрали 10, там 9 и 8 баллов. И потом вы можете уже сопоставить пункты с вашей деятельностью. И таким образом вы можете понять свое предназначение. Если у вас сразу это не получилось, ничего, вы можете дольше поразмышлять, дополнить эти списки, и в конце концов картина прояснится. Также очень важно не путать икигай с хобби. Хобби — это сиюминутное удовлетворение, радость от чего-то — это то, что дает нам ресурс, но икигай — это нечто большее, это наше предназначение, то, чем мы горим, то, ради чего мы просыпаемся каждое утро, и то, что приносит какую-то пользу людям, этому миру, и то, что мы можем монетизировать. Потому что если какого-то пункта у нас нет, из того, что мы проговорили, мы не будем в балансе, и мы не будем счастливы. Поэтому если вы, например, нашли какое-то дело, что доставляет вам радость, удовольствие от процесса, но вы еще не получаете за это деньги, вам очень важно придумать, как это монетизировать. Да, этому нужно научиться, вы можете посмотреть на опыте других людей, которые занимаются тем же, и которые могут еще это и продавать. То есть это нужно еще воспринимать так. Это не просто то, что будет приносить вам деньги. Вы должны думать еще в ключе того, как я могу это донести до людей, как они могут хотеть это получить, как они могут в этом нуждаться, каким образом я могу дать миру пользу тем, что вот я делаю. Когда вы будете задаваться этими вопросами, когда вы сможете это сделать, мир будет вам давать взамен финансово, то есть вы будете получать деньги. Деньги — это что? Это энергия. Говорить об икигае можно много, но, конечно же, на теории все гораздо проще, чем на практике. Найти его не так уж и просто. Не зря такое огромное количество есть людей, которые и в довольно позднем возрасте, они по-прежнему не знают свое предназначение, не знают, куда двигаться. Но, ребят, не нужно отчаиваться. Сколько бы вам ни было лет, всегда можно
можно найти свое предназначение и свое счастье. У многих людей, реально, я читала истории, когда человек и в 60, и даже позже мог внезапно найти дело своей жизни. И я вам скажу, и это все равно счастье, потому что есть люди, которые вообще проживают свою жизнь, не обретают это. Поэтому сколько бы вам лет не было, если вы сможете это познать, это уже огромное счастье и огромный дар, который нужно будет ценить. Ребят, на этом у меня все. Я надеюсь, что видео было для вас полезным. Обязательно в комментариях напишите, слышали вы раньше о философии икигай. И также было бы очень круто, если бы вы поделились своим опытом поиска своего предназначения в этой жизни. Либо вы до сих пор, возможно, в поисках, и это абсолютно нормально. Я уверена, что таких людей очень много. Наоборот, будет круто, чтобы люди осознавали, что они не одиноки в этом. Надеюсь, что видео у вас оставило только позитивные эмоции, а мы скоро увидимся. Пока!